Этот пылесос мне Лиля подарила на 8 марта. Армейский котелок 1976 года. Вот такой вот чудо-ящик. И он же теперь у нас и столик. Мне всегда так хотелось вот с детства поесть именно с такого котелка. Вы нам пишете, что мы вам поднимаем настроение, а на самом деле... наверное, наоборот. На самом деле вы нам поднимаете настроение. Это так здорово. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Использовать мы сегодня будем самодельную масляную свечу. Вот красота. Да, это когда спать, Угу. прям вообще красота будет. Ночники прям. Да. Кто помнит эту картину? У меня с этой картиной, кстати, связано кое-что. Как-то давным-давно в школе еще. Мелкие мы были, накосячили мы с другом. В общем-то, друзья, такая ситуация. У нас нет ни одной детали, где не было рыжиков. Я буду делать это все сам. Попробуем. Смотрите, как там. Попробуем не закопаться. Может, надо было пройти сначала пешочком. А у меня сапог нету с собой. Я в кроссовках вообще А у меня поехал. калоши есть, может быть, в калошах пройтись. Надо. А, Сангенч. Должны пройти. Просто я не знаю, что тут. Грязюка какая, конечно. Да, друзья, смотрите, как здесь грязно везде, а. Мы, получается, подъехали сюда, но мы в низине находимся, и с каждой минутой сюда вода прибывает. Мне кажется, надо выезжать отсюда как можно быстрее. Посмотрим сейчас. А выезжать нам вверх надо будет. А там вон на льду уже вон вода выступает. Не стоит заезжать. О, везде вода. Все, уже весна. Да. Настоящая. Ну что, попробуем сейчас выехать отсюда. Давайте. Ух ты, какая грязь. Грязь.
Смотрите, какие просторы, друзья. Необъятные прям. Такая красота. Ага. Хотелось, конечно, сегодня порыбачить, но речка не подпустила к себе. Природа вносит свои коррективы. Да. Кстати, вот здесь уже достаточно жестко. Слушайте, настоящая весна. Машинка, конечно, грязная, ну и ладно. Друзья, настоящая весна пришла. Так тепло. Настроение просто замечательное, весеннее, доброе. Вот устанавливаем наши самодельные раскладушки. На них будем спать. Вот такой вот у нас мешочек с собой. Ну, здесь наши принадлежности умывальные. Обе щетки здесь в одном футляре. И вот такая вот связка разных крючков на разные случаи. И вот такие зажимы канцелярские, металлические, разных размеров тоже. Вот, от самого маленького до самого большого. Чтобы не валялся этот мешочек у нас, как попало, подвесим его у задней двери. Все. И теперь вот так вот аккуратненько он будет на подоконнике лежать. Какая шикарная у нас панорама за окном. Отдыхать дикарем в дикой природе — это, по-моему, самое-самое прекрасное, что может быть из всех отдыхов на природе. Что смеетесь? А я тут подглядываю за вами. Вы, наверное, увидели, что я смеюсь, да? Не заметила. А чего Знаете, смеялись? Я смеялся, почему? Я увидел нашу пару. Ну, что так странное запотело как-то изнутри, вон та правая. Ага. А потом смотрю, там внутри то ли антифриз, то ли что. Ну, честно, первый раз в жизни такое вижу. Да. Друзья, прямо рядом с нашей машиной мы нашли, посмотрите, что? Такие маленькие грибочки. А, кстати, вот посмотрите, а здесь вот еще один такой совсем малыш вот. Ого! Наверное, ядовитые. Вот такие вот грибочки уже. Первые весенние, наверное. Да, такие малютки. Такая красота.
Сангенич, как же здесь красиво и хорошо. И это солнце такое теплое. Теплое. Вот так вот прям, как будто на ладони. Слушайте, класс, друзья, класс. Этот пылесос мне Лиля подарила на 8 марта. Всегда хотел пылесос для машины. Вот так вот. У нас просто принято каждый праздник дарить друг другу подарки. Неважно даже, женский это праздник или мужской праздник, или это день рождения. Мы сразу дарим подарки друг другу одновременно. И вместе с этим праздничное настроение удваивается. Да что там удваивается? На самом деле, знаете, в 100 раз настроение становится лучше, потому что мы оба радуемся нашим подаркам. Вот такие вот у нас запасы на сегодня. Это каша гречневая с говядиной, тушенка наша традиционная, килька в томатном соусе, паштет, ну, здесь за чесноком, кетчуп еще имеется, свекла. На самом деле свеклу брали для того, чтобы порыбачить на свеклу, но не удалось сегодня порыбачить. Вот. А здесь огурчики маринованные и помидорки. Вот такой вот ларец. Будем убирать его в нишу правую. И покажем, что у нас во втором ларце. Здесь специи. Снова спирт. Тоже сегодня с нами. Так, и здесь яйца. Яйца сырые. Ну, если надумаем пожарить или отварить, то всегда сможем это сделать. И немножко приправ еще. А это отработанное масло. Сегодня покажем, зачем оно нам. Есть и хорошее растительное масло. Есть отработанное. Тоже уберем в свою нишу. Птички вовсю поют, напоминают нам о весне, о том, что пришла весна, что надо радоваться. Хотим поделиться с вами еще одним лайфхаком. Покажем, что мы там еще придумали. Это ящик из-под фруктов. Он у нас еще с Нового года. Мы покупали мандарины в этом ящике. И разделочная доска. Привязали эту доску к ящику при помощи обычных шнурков с обеих сторон. Красота, да и только. И легким движением руки, вот таким вот,
мы можем доску опрокинуть как крышку. Вот таким вот образом. Раз, и все. Ну и, конечно же, покажу вам, что у нас здесь внутри. Так, это у нас прихват, кусочек фольги на всякий случай. Далее термосок для кофе. Надеюсь, сегодня нам удастся кофе попить. Обычно до кофе дело не доходит. Далее салфетки, кофемолка. А это тоже лайфхак, который вам сегодня покажем. Поделимся с вами хорошей идеей. Но это чуть позже. Спиртовая горелочка, приборы. И, друзья, теперь у нас есть... Сейчас сниму пакетик. Теперь у нас есть армейский котелок 1976 года. Котелочек сделанный в СССР. Страны нет, а котелочек есть. Вот такой вот чудо-ящик. И он же теперь у нас и столик. Смотрите, 1976 год, действительно. Вообще у нас таких два котелка. Вы представляете, они старше нас с Лилей. Да. И они пришли, когда у нас были полностью в пушечном сале. И посмотрите, как я усердно пыталась отмыть это пушечное сало, Да. что вот так вот краска вся ободралась. Но ничего, она по-любому на костре. Да. Моего Отошла папы бы. вообще был такой, он весь без краски вообще, весь затисканный. Ну ладно, ну не знаю, какой год, правда, был. Ага. Вот что здесь в котелочке сегодня уложено. Это наши любимые конфеты шоколадные. Сейчас, кстати, можно будет перекусить ими. А дальше там чашечки. Да, чашечки и вот такие вот стаканчики из нержавейки. Для чая, для кофе. Смотрите, какая конфетка. Просто класс. Вкусно? Очень вкусная. Мне вот эти даже больше нравятся, чем те. Это у нас получается Мишка косолапый. Друзья, так уже кофе пахнет, прям нереально терпеть. Сегодня варить кофе мы не будем, мы его заварим просто в термосе. Так тоже можно.
Вот такая вот гречневая каша с тушенкой. Сейчас понюхаем ее. О, слушайте, она тушманчиком и пахнет. Гречка тоже? Да. Да. Но больше тушенкой она пахнет. Слюнки у меня потекли от запаха. Ну, кстати, еще тушенка есть. Так пахнет вкусно. Как же вкусно пахнет. Класс. Я решил добавить еще тушенку к каше, потому что я боюсь, что мне будет мало мяса. А мясо я очень люблю. Вот так. Снова запахи, такие запахи вкусные. О. Сегодня ужин готовлю я. Так, сначала вывалим сюда тушенку. Главное не пролить ничего. Так. Все, огонь занялся. Так. Вроде так. Сначала заварим кофе, а потом разогреем нашу кашу. Солнце уже садится потихоньку, и чувствуется, что становится холоднее. Ох ты. Ох, как закипело хорошо. Ох, как горячо тут, а. Ой. Почти полный, кстати. Почти полный? Сколько пролил и почти полный. Надо ставить быстрее, кстати, этот. Сейчас нальем вторую бутылку спирта, бутылочку, 50 миллилитров. Оказывается, одну истратили уже. Так.
Спохватился. Угу. Сейчас в рабочий режим зайдет. С ветрозащитой гораздо лучше. Ветер разыгрался и в разные стороны пламя разносит. А так вот прям хорошо, целенаправленно под котелок. Ух ты. Шкварчит. Да. Сейчас у нас эта каша вся вот в этом жиру будет. Все, закройте, пусть она хорошо пропитается. Хочу вот так сделать. Смотрите, как классно. Так. Так. Нормально стоит, да? Угу. Ух ты. А солнце там все ниже и ниже. Да, скоро темно будет. Кстати, Скоро. холодно, да, уже? Да, скоро за горизонт совсем уйдет солнце. А вот здесь хорошо. Вот так прям направленно на меня идет. Может вам здесь посидеть, погреться? Прям направленно вот так на меня идет тепло. Хорошо. От ветрозащиты еще. Похоже, что это уже последний снег. Последний снег в этом сезоне. Слушайте, это нереально вкусно. Класс. Ух, какая каша. Еще горяченькая. Надо быстренько набирать и кушать. Все, мы в тепле, в машине. На улице уже потому что холодно там. Солнце село, очень холодно. А у нас вот здесь вот такой вот столик. В отверстие мы продели наши салфеточки. И все, и теперь будем вот так вот сидеть и есть вкусненько. Да, Самгенч? Да, я Давайте. смотрю, у нас маринованные огурцы с помидорами. Огурцы, помидорки. Горячие. Ага. Смотрите, как парит. Угу. А мяса-то сколько. Ну там свое мясо было. И мы еще добавили. Да, смотрите, какой шмот мяса. Слушайте, слюнки текут прям. Отсюда я вот чувствую. О, давайте побольше набирайте еще. Мне вот столько хватит. Ну-ка сфокусируем. Красота парит.
Александр Евгеньевич решил прям с котелка есть. Прям захотелось так вот, вы знаете. Как в фильмах красноармейцев в этих в окопах. С котелка вкуснее, да? Да. Да, вот класс. Вы посмотрите, друзья. Ой, какая Красота. каша, да. Слушайте, ну действительно так пахнет. Но пахнет она больше тушенкой именно почему-то. Всем приятного аппетита. Ага. Наконец-то мы вырвались на природу отдохнуть. Вот класс. Приятного аппетита. Спасибо. Слушайте, это так нежно. Такая нежная прям. И вся она пропитана вот этой тушенкой прям. Вот это класс. Намного вкуснее, чем просто вот когда гречку готовишь же. Очень вкусно. Очень вкусно прям. Всем приятного аппетита, друзья. Всем приятного аппетита. Вкусно. С этим блюдом хлеб нужно именно отрывать. Его не надо резать. Вот так вот прям. Берете. Прям так. Мне всегда так хотелось вот с детства поесть. Именно с такого котелка. Папа почему-то мне не давал с него есть. Он просто лежал там где-то в кладовке. А кашу, мне кажется, именно так и надо делать. С тушенкой прям. Вот так вот у нас 2 столика. Один наш самодельный. Ну и этот тоже самодельный вообще-то, да? Угу. Вот. Очень-очень удобно вот таким вот образом. Как столовая зона. Причем, знаете что? Хочу сказать. Вот больше 3 недель мы не были на природе. Офис, работа. Ну, там, конечно, все дела, кушаете, вот блюда, все Лилия дома готовит, все красиво. Но вот так не хватает именно вот поесть именно в такой вот, да, вот в полевых условиях что-то приготовить. Почему? Не знаю, почему так хочется. Почему так вкусно здесь. И отдыхаешь. Знаешь, что сейчас тебе никто не позвонит, что не надо там куда-то ехать. Хочешь просто отдохнуть. Вообще я не люблю работать. Вроде бы не лодырь, я не знаю, но иногда вот, ну надо отдыхать, надо. На улице уже совсем-совсем стемнело. Ночь опустилась. И вот, чтобы обогреться, мы снова достали свою щепотницу. И снова нижний пласт, который должен быть вот здесь, вот как поддон, мы будем устанавливать сверху, а на него, чтобы еще теплее было,
будем укладывать вот такие вот кирпичики в решетки. Здесь будем поджигать свечу, и верхняя часть будет полностью прогреваться и отдавать нам нужное тепло. Использовать мы сегодня будем самодельную масляную свечу. Вот это вот сито от кухонной раковины. Далее здесь у нас щипчики вот такие вот, как пинцетик такой маленький. И остатки былой роскоши. Баночка из-под икры красной. Здесь у нас 2 жгутика. Будут играть роль фитиля. Но каждый из них по 12 сантиметров. И наперсточек. Наперсток для того, чтобы можно было легко затушить пламя. Александр Евгеньевич тут растянулся, ноги вытянул. Слушайте, да классно я вот так вот лежу. Раскладушки пока поднятые, Ну. но ноги можно вот пока продеть туда, в проем. Угу. Кстати, это очень удобно. Да, а я здесь собираюсь сделать свечу. Вот уже достала масло. Масло отработанное, на нем жарили, по-моему, картофель фри. Вот там даже, по-моему, что-то видно. Надо хорошенько промочить в масле фитиль. Отверстие здесь по центру круглое. И вообще, конечно, по-хорошему было бы здорово, если бы фитиль был круглый. Но вот этот фитиль тоже хорошо работает. Мы уже его проверили много раз. Так что недавно у нас уходил дома свет, причем так надолго уходил. Очень долго не было, там какая-то была серьезная авария. И вот мы как раз пользовались вот этой свечой. Слишком много фитиля вытаскивать не нужно, а то коптить будет очень сильно. Ну, вот так вот на полсантиметра примерно вытащим его. И смотрите, прямо идеально ложится на баночку сито. Прям ровно-ровно. Раз. И не ходит. Здорово, да? Кстати, у нас сегодня не одна вещь из далекого СССР. Да. Вы посмотрите, видавшие виды. Маленький топорик. Вот видите год. Видно, Да, да? видно. 1978. Да, этот топорик на 2 года младше нашего котелка. Малыш, Да. можно сказать, Да. по сравнению с тем. Вот такой вот топорик хороший.
тоже у нас есть. Есть и другие, но лежит вот так вот. Хорошая вещь. Вот второй, да. Вот там два топора, да? Один современный, новый, а второй вот этот вот старый советский. Это я вам потом катушку покажу еще. Да, у нас еще есть старая катушечка. Дядька подарил катушку. По-моему, она тоже у нас 78-го года, да? По-моему, да. Такое пламя красивое. Да, красивое пламя. Самое главное, что она часами так горит. Да, вечная свеча, можно так сказать. Прогуляться надо. Прогуляться, да, хотите? Ага. Ой, красота. А вы посмотрите, что уж темно там. Да. Вот. Где-то там огоньки. Далеко-далеко. Даже не Да. знаю, что это. Слушайте, а здесь холодно, а? Да, И ветер. закрывайте дверь тогда. Закрываю. А еще у нас есть сегодня два вот таких вот замечательных фонарика. Сейчас мы их включим. Так. Вот так. Вот так. Кстати, у них здесь несколько режимов света. Смотрите, вот он так светит на первом режиме. Второй режим вот такой. Какие-то светодиоды сверху там. Третий режим вот такой. Теплый свет. А четвертый режим, по-моему, все вместе. Вот так вот. Ага, очень ярко. Да, все вместе. Ага. Вот этот вот классный, да, свет теплый. А надо сейчас это попробовать без давайте. вспышки. Давайте мы Давайте его повесим его, а второй фонарик сюда. попробуем без вспышки снять. И посмотрим, Да? что будет. Вот. Первый Ага. режим. Так, второй. Видно? Так. Ну-ка. Вот красота. Да, это когда спать. Угу. Прям вообще красота будет. Ночники прям. Да. И третий. Вернее, четвертый. Вот так. Вот так Да. немного в глаза бьет. А вот тот ночник прям вообще такой красивый. Да, давайте тот включим. Так, вот так, так и так. Кстати, они такие тяжеленькие Ох, даже. красота. Красота. И этот тоже. Ну да. Здорово. И они у нас не от батареек, а на аккумуляторе. Ну. Заряжаются. Тепло. Да? Как хорошо. Куртку снял Ну там мне даже, кстати, Сан не Ленич. надо было это. Но так вообще тепло. по-домашнему. Ну, у камина. У камина, да. А, кстати, где кофе наш? Где И наш кофе готов. И вот наши стаканчики тут. Кстати, решеточка чуть-чуть согрелась. Ну, вот здесь вот края горячие, а вот здесь вот она просто слегка теплая. Нет, Осторожно. горячие там, оказывается. Горячие вот эти вот края, и то, что снизу, их тяжело трогать. Ну, А вот здесь вот сверху так тепленько. Спокойно можно трогать. слушайте, здорово. Здорово. Великолепно.
Вот так вот мы здесь сидим в такой атмосферной обстановке. Так хорошо здесь. Вообще мы обожаем с Александром Евгеньевичем отдыхи и в палатках, и в машине. А еще лучше взять, сесть в машину и уехать на несколько дней где-то там отдыхать в дикой природе, где вообще никого нет, ни единой души. Александр Евгеньевич, вам больше нравится в машине отдыхать или в палатке? Вообще, честно говоря, и так очень нравится. Действительно, плюсы и там, и тут есть. В машине, кстати, в чем большой плюс? Это очень быстро раскладывается этот лагерь, ну, вот этот мини-лагерь, и безопасность, я бы сказал, от зверей, да, Угу. от каких-то, ну, даже насекомых. Здесь можно повесить вот эти вот фумигаторы, и все. Ну, вообще, в палатке намного просторнее. Там можно и печь поставить, согреваться, и на печи что-то готовить. Но есть другой такой момент, то что собирается палаточный лагерь гораздо дольше. Ну, минут 40, наверное, нужно на то, чтобы прям вот все собрать. А бывает такое, что вот, например, в прошлом году очень сильные наводнения у нас были. То есть буквально там за несколько часов вода из рек, из озер поднималась на очень-очень высокий уровень и затапливала все. Вот если, например, смотреть с этой точки зрения, что, ну, вдруг мы где-то на берегу, например, разбили лагерь, да, то, естественно, там, ну, можешь не успеть собрать палатку и все остальное. А когда ты в машине, просто сел за руль и поехал. Можно, да, отъехать очень быстро. Да. А здесь иногда у нас бывает на реках, шлюзы откроют, через час-два там поднимается вода уже. Да. На метр может подняться. Ну, конечно, затопит. В этом плане, конечно, в машине намного как-то безопаснее. Угу. Вообще нам с Александром Евгеньевичем очень повезло, что мы такие очень мелкие людишки. Как только нас не называют наши зрители, наши любимые, дорогие зрители. Да, и лилипутами называют. И хоббитами, и эльфами И называют. гномами, да. Как только не называют. Но это все по-доброму. Семья гномов. Да. И, кстати, и Ниву нашу поэтому также называют, да? По-разному. Домик. Мини-чум. Да, мини. Вообще, конечно, это очень удобно быть маленьким и ростом. Потому что помещаешься везде, всегда, особенно в транспорте. Ну, и общественном транспорте, в самолетах. В эконом-классе, да. У нас есть хорошая знакомая, она, ну, ей приходится покупать билет бизнес-классом, Да. потому что она не помещается в эконом-классе. Ну, Вот. когда у вас 193 рост, конечно, да, маловато там места. Да. А вот таким, как мы, да, действительно, в этом плане удобнее гораздо. Вот. Ну, мир, конечно, мы, может быть, видим немножко с другого ракурса, чем те, кто высокие ростом. Но тоже, знаете, тоже красивый мир. Это так. Не так его видите отсюда, да? Да. Вот. И, кстати, хотелось бы очень поблагодарить всех наших зрителей, подписчиков, которые нам пишут, поддерживают нас. И, ну, такие добрые комментарии. Мы вот ложимся спать и как будто бы какую-то очень добрую книгу открываем перед сном. Читаем ваши комменты, ваши комментарии. И, ну, прям настроение поднимается. Вы нам пишете, что мы вам поднимаем настроение. А на самом деле... На самом деле, наверное, наоборот. На самом деле вы нам поднимаете настроение. Это так здорово. Да. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Да, спасибо. Фитиль у нас немножечко там прогорел, поэтому немножечко его подтянули еще вверх. И пламя снова стало большое. Вот, ну, где-то, наверное, каждые, ну, полчаса, может быть, минут 40 приходится чуть-чуть подтягивать фитиль щипчиками. Вот так вот замечательно у нас горит камин. Все, пришло время попить кофе. Так.
У нас конфетки еще остались. Да, еще полно. Кстати, нормально. Это такой теплый. Не скажу, что горячий стаканчик. Ух ты. Слушайте, я понемногу наливаю, но очень горячий, оказывается. Какой кофе. Такой аромат тут. На всю машину, да? На всю машину. Как же здорово. Парит, парит. Так, кофе далеко убирать мы не будем. Думаю, пить будем дальше. И поставим мы его вот сюда, в подлокотник. Как литой. Особенно с вот этим, смотрите, Угу. с ушками. Вообще не ходит почти. Да. Столик мы убрали вот туда вот, на переднее сиденье. Все, он здесь уже не нужен нам. А вот кофе Кофе, с да. шоколадками будем сейчас. Хотим поздравить вас с наступлением весны, с весенними праздниками, уже с прошедшими, с наступающими. И пусть каждый день приносит вам много-много радости. Ну и самое главное, конечно же, это здоровье. Будьте здоровы, счастливы, пусть у вас все будет хорошо. Давайте, друзья. И мирного неба над головой всем. Давайте. День, 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 день. Ну-ка. О, нормально. Вау, Нормально так. такой крепкий, Кстати, конфетки. такой ароматный кофе. Держите. Спасибо. И если заметили, мы его не варили, а просто заварили в термос. И он прям вот раскрылся. Угу. Этот аромат, этот вкус кофе. Хотя, конечно, по-хорошему, ну, нельзя было так сильно кипятить воду. Все ж таки, ну, желательно примерно 90 градусов, чтобы была вода. Но мы вот прям кипяточком залили. Тоже вкусно. Держите. Конфетки, классно. Приятного чаепития, друзья. Приятного чаепития. А теперь можно крошить, как попало в машине. Потому что у нас есть пылесос. И спокойно, да, пропылесосим. Давайте кофе еще. А я его ищу. Забыл, что я здесь его поставил. Крепкий кофе на ночь, да? Ну а что? Кто помнит эту картину? У меня с этой картиной, кстати, связано кое-что. Как-то давным-давно в школе еще. Мелкие мы были. Накосячили мы с другом, с Серегой. И больше 30 лет тому уже. И нас вызвали к директору. В общем-то, пошли мы. И там вот в учительской у них висела вот эта вот в школе вот эта вот картина. Мы не знали, как она называется тогда. Серега всегда говорил, картина, где медведи ветку ломают. Почему-то как-то так. Да, больше 30 лет прошло. В общем-то, директор так и не пришел, почему-то был занят, и нас все отпустили так. Ничего даже не сказали. Пронесло, в общем-то. Зато сколько впечатлений от А этой впечатлений картины. вот до сих пор. Вот сейчас вот это вспоминаю. Серега, если видишь, привет тебе большой. Приятного аппетита. всем. Приятного. Классные конфеты. И кофеечек. Горячий, крепкий. Просто класс. Мне бы еще такую, да? Как качалку. Это лицо человека, который хочет чихнуть. Не можешь. Хочет, но не может. Не можешь вообще-то. Вот хочешь, но не можешь. Ну ладно.
о чем вообще рассказать-то хотел? В общем-то, мы помыли свою машину после зимы. Зима прошла, ну, мороз-то как бы есть еще ночью. Мы помыли машину и посмотрели. Я посмотрел. В общем-то, друзья, такая ситуация. У нас нет ни одной детали, где не было рыжиков. Рыжики везде, повсюду, и да, их много достаточно. Хорошо, что мы проантикорили дно, арки, слава богу, с ними как бы все нормально вроде бы. И толщина антикора нормальная, и его консистенция, я вот так посмотрел, он не застыл, в общем-то. Все в порядке. В общем-то, заказали со всех маркетплейсов, которые возможны. Валберис, Озон, Каспий, Голд. Мы заказали, в общем-то, всякую химию, все, что нужно для того, чтобы удалять вот эти рыжики. Всякие коралловые диски. Я буду делать это все сам. У меня есть шуруповерт, в общем-то, надену и буду все это счищать до металла, потом удалять ржавчину преобразователями. В принципе, мы делать это умеем. Никогда не делали, но в теории умею. Посмотрим, как это будет. Ситуация такая, что все буду делать сам, и фронт работы будет очень большой. В общем-то, делать здесь не только по рыжикам. Накупил мовиля, также хочу обработать все скрытые полости. Также буду здесь вот все вскрывать по бокам, все вот эти вот панели буду вскрывать, также буду их проливать этим мовилем. Хочу также новую шумоизоляцию сделать, там уже 3 коробки пришло этой шумоизоляции, посмотрим, где-то вибро, какие-то пласты, я там читал как надо. Никогда не делал этого сам, только видел в ютубе, ну, посмотрим, ютуб в помощь, в общем-то. Я вот что думал, нужно это вытаскивать сюда, вот заливать это видео или нет. Конечно, до и после, как бы, наверное, мы покажем вам, как это было и как это стало. Ну, канал просто у нас как бы не в этой тематике. Мы обычно отдых снимаем, как мы отдыхаем на природе. Напишите, если будет интересно, может быть, как бы покажем там элементы какие-то. Ну, в общем-то, такие новости и вот такие дальнейшие планы по машине, ну, чтобы вы знали, потому что это самый главный напарник. Вот так вот. Будем его чинить. Куртку вот запихал сюда, в наволочку. И теперь у меня такая мягкая подушка. Классно. Спать, кстати, уже охота. Да, уже будем ложиться спать. Надо уже тихо-тихо фонари гасить, да? Да. Наши старые добрые спальники. Так вот. Хорошо, тепло. Все, друзья. Мы легли спать. Вытянули ноги. Так хорошо. Всем спокойной ночи.
Спокойной ночи. Хорошо, да, сегодня отдохнули? Так быстро день пролетел. А выходной всегда так пролетает быстро. Мгм. Сейчас сделаем машину и поедем путешествовать. Слушайте, так хочется уже, да, путешествовать? Да. Да, но это уже будет совсем другая история. Спокойной ночи.